Всем привет, меня зовут Влад, и сегодня я покажу, как передавать информацию из Typeform в Google Sheets. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать результаты ваших опросов и заказы в другие системы. Например, в Google Sheets вести учет ваших заказов и удобно взаимодействовать с ними. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Typeform. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На данном этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Typeform к системе Apex Drive. Кликаем «Сохранить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в ваш личный кабинет Typeform. Перейдите в вашу форму на вкладку Connect. Затем в Webhooks и кликните Add Webhook. Вставьте скопированную ссылку для приема данных в системе Apex Drive и сохраните. Не забывайте включить созданный вами Webhook. Далее необходимо сгенерировать тестовое заполнение формы или дождаться нового обращения. Возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На данном этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На данном этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликните «Далее». Настройка источника данных Typeform успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». Далее необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, на которые будут передаваться данные из Typeform. Для того, чтобы назначить переменную из Typeform в колонку, кликните в нее и выберите необходимую переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную.
Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!